Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин. Винтаж. Продолжаем искать клад. Все сокровища, которые у меня есть, они у меня уже давно находятся. Не знаю, что есть. Разбираем комоды. Комодов у меня несколько. Ну и ищем, естественно, сокровища. И сегодня будем разбирать вот эту великолепную подборку. Думаю, что видео получится длинным, но как получится, так получится. И, мои дорогие, в прошлом видео я вам обещала показать колье вот к этим серьгам. Серьги на винте, винтажные, красивые. И как оказалось, что у меня что-то похожее есть, но почему-то лежало это все по разным местам. Давайте немножечко украсим, ну ладно, по разным местам. И я предполагала, что вот это колье как раз-таки и есть пара вот к этим сережкам. Как на ваш вкус? Я немножко ошиблась. Да, они совпадают по оттенку, по стилю. Но думаю, что и носить их можно вместе. Но видела я в интернете вот подобный комплект. И он прям был комплект комплектом. Серьги там немножко другие все-таки. Не такие. В форме именно вот таких цветов. А может, они у меня и есть. В общем, ищем. Находим и разбираем все это великолепие. Следующее буду показывать быстро, потому что украшений много. Хочется все самой разобрать и вам попутно все это показать. Вот такое колье. Обратная сторона вот так выглядит. Люцитовые вставки. Цепочка выполнено очень интересно. Сочетание металлических звеньев и пластиковых. Это, думаю, колье старенькое. Думаю, даже 50-е, не побоюсь этого слова. Точно. И похожая тоже форма. Украшений у меня тоже есть. Так что, ну, давайте идем дальше. Как я уже сказала, не буду долго останавливаться. Вот такой браслет. Close попал. Вот такой браслет. Очень красивые кристаллы. Очень хорошего состояния. И есть маркировка. Так, минуточку. Маркировка у этого браслета. Сейчас скажу. Кора. Красивый браслет. На руке просто великолепно смотрится. Ну, стараюсь не надевать я на улицу украшения винтажные. Они старенькие, все-таки их нужно уже беречь, относиться к ним нужно... Ой, волос так не убрался. Аккуратно. К этому браслету у меня есть, по-моему, вот такое колье. Так, здесь маркировки нет. В отличном состоянии. Думаю, что как комплект вполне они вместе хорошо смотрятся. Без потерь. Все кристаллики на месте. Так вот выглядит. Нежная, красивая. Маркировки с обратной стороны не вижу. В отличном состоянии просто. Просто чудесное состояние. Так, идем дальше. Следующее колье. И к нему что-то прицепилось. Прицепилось к этому колье сейчас. Минуточку. Пряжка. Как она сюда попала, неизвестно. Пряжечка для ремня. Кристаллы прекрасные. Сверкают. Невероятно. Вот. И бриллиантов не нужно, да? Очень красивые кристаллы. Но им тут не место. Какие бы они красивые ни были, все-таки не в этом отделении. Им надо
находиться. В отличнейшем состоянии колье. Вот так вот выглядит. Люцитовые вставки. Очень красивые. Нежные, просто невероятные. Стеклянные вставочки эти, кстати. Очень похожи на перламутр. Нет, но это стекло, не перламутровое. Тоже очень красивое колье. По-моему, к этому колье у меня нет сережек. Так вот выглядит. Видите, оно объемное. То есть вот те украшения винтажные, которые часто я вам показываю, они в носке очень прям ложатся просто отлично. Не убавить, не прибавить. Ложатся просто классно. Так, следующее, что тут у нас осталось, это вот такое колье. Тоже в отличном состоянии. Великолепная подвеска. Кто, ну, мне писали, да, вот такая застежка относится к Кора, по-моему. Если ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. Тоже в отличном состоянии. Жемчужины все в целости и сохранности, без потертостей, без каких-то царапин. Просто великолепное колье, украшение, опять-таки, ложится очень красиво. Брошировка просто отличная. Очень люблю я это колье. К тому же сочетание вот с жемчужными какими-то серьгами разной формы, разного стиля может сочетаться тоже очень-очень даже хорошо. Так, обратная сторона выглядит. Тоже очень красивое колье. Жаль, что у меня нет сережек. Или есть. Вот опять-таки, я уже говорила, нужно почаще все-таки свои эти запасы разбирать. Да, глядишь, да что-то интересное и соберется. Бывает так, что украшения притягиваются друг к другу, и иногда времени просто нет их как бы соединить в комплекты. Ну, возможно, что-то такое у меня тоже есть. Так, а идем дальше. Совсем недавно я вам показывала. Так, здесь ли она у меня? Да. Находку свою. И это был вот такой кулон. Предположение у меня было, что это самодельное. Многие зрительницы написали, что вполне так оно и есть. Возможно, либо был сломан браслет, либо колье. Думаю, уверена, вернее, что существует в природе и колье вот в этом же стиле. Вероятно, или было испорчено, или что-то, но самостоятельно сделано. Но как дополнение к комплекту, думаю, что тоже это сюда хорошо вписалось. И многим зрителям спасибо за подсказку, именно ту, что, возможно, это просто такой был, ну, как бы переделка, кто-то занимался переделками этого украшения. На нем долго останавливаться не буду. Здесь маркировка, по-моему, сейчас скажу, Крамер. Такое. В этом же стиле есть у меня комплект. Сейчас я вам его покажу. Великолепный комплект. Но, кстати, он больше подходит как современное украшение. Вот этот комплект я надевала. Несколько раз надевала. Это вот люцит. Залит, видите, какие-то там блестящие элементы. Не знаю, как их еще назвать. Блестяшки такие залиты. Так, маркировки сейчас посмотрю. Маркировки нет. И с обратной стороны есть маркировка. Кстати, сейчас, минуточку. Нет, это не маркировка. Это вот... Либо это маркировка, но так стерто. Посмотрите внимательно. Видите, здесь вот просвечиваются какие-то буквы, в отличие от этих деталей, здесь ничего нет. Вот здесь что-то тоже есть. Ну, похоже, что это тоже написано Крамер. И здесь вот
Загадка. Опять загадка. Одни загадки с этими винтажными украшениями. Столько времени уходит на то, что на поиски вообще аналогов каких-то в интернете. В общем, много времени я за этим занятием провожу. К этому колье есть вот такие серьги в этом же дизайне. Может быть, здесь есть маркировка, чтобы уж, как говорится, точно и наверняка знать. Маркировки точно нет. Ну, такие серьги. Такие прям авангардные бы я их назвала. Но и браслет есть к этому комплекту. Вот такой крупный, красивый, яркий браслет. А здесь вот что-то, может быть, пишут. И здесь патент и ПАМ написано. Я не знаю, что это такое. Значит, в общем, так и осталось это загадкой украшение. Но браслет очень крупный, очень такой эффектный, массивный. И на узкое запястье. У меня тонкая кость, узкое запястье. И мне винтажные украшения, браслеты в частности, хорошо подходят. Но очень крупный, очень заметный. Вот такой вот комплект. Замеченными точно не останетесь, если такой комплект на вас будет. Ну, просто великолепие. Что еще добавить? Просто изумительный комплект. Очень мне этот комплект нравится. Так, идем дальше. Следующий браслет в этом же стиле. Люцит и вставки перламутровые, как сколы. Даже не крошка это, а именно перламутровые вот такие вставочки, залитые люцитом. И очень красивый сиреневый цвет. Эмаль тоже в отличном состоянии эмаль. Браслет тоже очень красивый, выполнен из металла такого же качества, как и предыдущий комплект. И тоже здесь есть маркировка, которая очень плохо просматривается. Вот. Через камеру, думаю, видите, что она есть, но что конкретно прочитать сложно. Очень красивый, очень эффектный браслет, причем не тяжелый. Тоже на узкое запястье, очень красивый. Ну, естественно, предполагаю, что есть к этому браслету и колье где-то в природе, и в таком же стиле, возможно, есть и серьги, но, как говорится, будем искать. Пока не нашла вот этот браслет одинокий, в таком сложном цвете. В общем, пройти мимо невозможно. Если что-то похожее попадется, то, естественно, я это все приобрету. Вот такие украшения тоже часто встречаются, и вам их тоже много показывала. Этот чокер я нашла совсем недавно. Нахожу украшения, как я уже говорила, на разных селлах, гараж-селлах, распродажах, помойках, на витринах винтажных магазинов, благотворительных. В общем, все, что можно найти, я там стараюсь это находить. И сразу скажу, что ни одно из украшений этих я не покупала за, скажем, полную их стоимость. Я примерно знаю, сколько подобные украшения стоят на разных сайтах, на eBay, на Etsy. И, естественно, я присматриваюсь, и это помогает, вот насмотренность помогает именно правильно выбирать украшения просто за копейки на каких-то буквально помойках. Так, к этому колье есть и серьги. Ну, давайте по порядку, потому что сейчас я вам покажу, на какой стадии поиска мы с вами находимся. Вот эту вот кучку надо все разобрать. Это мы уже освободили. Есть еще два больших вот отсека, которые тоже стоит разобрать. Так что еще есть порох в пороховницах, да. Давайте разберем вот эту кучку. Вот, конечно, способы хранения, они всегда, вернее, не имеют совершенства. Как бы аккуратно не складывал, как бы аккуратно их не пытался хранить, эти украшения, всегда есть к чему стремиться.
Вот такое колье. Тоже очень интересной формы, объемное. Вот такой завиток крученый. Тоже эффект водопадиков. И вот тут меня что-то вот терзает, вот эта вот асимметрия. Но я думаю, что так оно и было. Вот, считаю кристаллы прям поштучно. Так оно все и было. В отличном состоянии. Кристаллы просто невероятно сверкают. Как правило, вот подобные колье, они на изящную шейку. И здесь вот не предусмотрена удлиняющая цепочка. То есть вот как есть, так и есть. Самая большая длина это вот такая вот. Это прям под шейку. Так, ну давайте не будем останавливаться. И вот украшение, которое тоже часто встречается. Но здесь вот багетные кристаллы. Просто великолепное, вроде нежное, вот, незаметное. Но при искусственном освещении, конечно, кристаллы все эти сверкают просто невероятным образом. По-моему, к ним у меня, к этому украшению есть, так, минуточку, серьги, они есть, но они как бы не здесь. Будем поискать, опять придется поискать, но как вариант может быть вот такое. Серьги довольно такие крупные по сравнению, да, с колье, более заметные. Серьги на винтах, без маркировки. Ну, как вариант, да, вот, ну, я в прошлом видео тоже вам показывала украшения в этом стиле, да, с такими кристаллами. И вариаций может быть множество, как вот такой вариант. Также может быть и вот такой вариант, водопады просто мелкие. Где второй? Где второй серег? Непонятно. Ну ладно, будем искать. Вот такой вариант. Давайте это уберу. Вот такой вариант тоже часто встречается. Такой более, скажем, простой. Ну, застежка уже, видите, совсем другая, более сложная. Я думаю, что это более позднее украшение. Возможно, это прям 60-е уже. Хотя тоже могу ошибаться. Многие поправляют, вернее, некоторые зрительницы поправляют. Но я знаю, что на моем канале зрители все те, кто любит винтажные украшения, разбирается, знает, возможно, больше, чем я. И за дополнительную информацию я всем всегда очень благодарна. Ну, такое более простое украшение. Следующее, вот это мне очень нравится, нежное, но такое сверкающее. И вот такой крючок с кристаллом. Здесь уже есть маркировка. Так, и это Крамер тоже. Очень красивое колье. Просто невероятное. Обратная сторона вот так выглядит. Опять-таки на тонкую изящную шейку. Кристаллы очень красивые. Сверкают, переливаются. Что еще нужно? Так, следующее украшение, которое хочу вам показать, это вот такое колье. Ну, думаю, что это более современное украшение, возможно, даже 80-е или 90-е. Наверное, скорее всего, склоняюсь все больше к 80-м годам. Такое тоже вечернее, нежное украшение. Может быть, вот такие серьги к нему. Ну, серьги как бы грубовато, да, смотрится. Эти серьги тоже совсем недавно нашла. Показывала вам в распаковочке. Ну, определила их вот сюда.
думаю, что неудачно распределила. К этому колье нужно что-то более изящное, более нежное. Как вы считаете? Так, обратная сторона выглядит. Маркировки нет. Тут, видите, уже сочетание, как говорится, двух времен. Это из 60-х, это из 80-х. Ну, в общем, как-то так. Тоже интересно. Следующее, что хочу вам показать. Вот такой браслетик. Опять-таки на узкое запястье. Думаю, что этот браслет тоже относится к 50-м. По поводу маркировки. Маркировки не вижу. Ну, вот такой вот браслет. Сочетание голубое и желтое. Очень красивый кулон на колье. Тоже маркировки не вижу. Так, а есть ли к нему серьги? Так, а сережек к нему и нет. Но это уже, как говорится, все равно лучше, чем, скажем, одиночная какая-то вещь. Как комплект, кстати, вот к этим украшениям можно подобрать серьги из прошлого видео. Те же голубые серьги тоже хорошо будут. И такого лимонного желтого цвета, кстати, тоже у меня есть. В прошлом видео я вам показывала. Вот такой вот необычный, бы я сказала, комплект. Но очень такой нежный, красивый. Тоже мне он нравится. Форма такая интересная. Редко встречается. Так, ну и следующий тоже комплект сразу вижу. Вот выглядит вот так. Думаю, что этот комплект тоже 50-е. Маркировки нет. Очень красивые кристаллы. Очень такая интересная форма. Объем такой есть у этого украшения. И к этому колье есть вот такие серьги. Серьги на винтах. Прям один в один кристалл. Очень сияет. Просто невероятно, посмотрите. Очень красивый комплект, на мой взгляд. Тоже мне он очень нравится. Вот этот комплект я не надевала ни разу. Как-то не было такого прям случая. Хотя комплект очень такой достойный, красивый, вечерний, приличный комплектик. Так, ну а мы идем дальше. Осталось совсем немного. Шедевром, что сегодня будет, не знаю. Показывала вам совсем недавно, по-моему, находка была либо браслет, либо серьги, уже не помню. Но, тем не менее, комплект у меня собрался. Это браслет. Так, сейчас вот такое колье. Так, маркировки нет. И, по-моему, серьги, да. И есть у меня к этому комплекту вот такие серьги. Летний, красивый, леденцы, сочетание оттенков изумительное, на мой взгляд. Зеленое, желтое, розовое, голубое. В общем, все практически цвета основные. И это оттенки все очень такие нежные. Серьги носить нужно вот таким образом кверху. И, как вы видите, они тоже на разные ушки. Красивый комплект. Кстати, можно как и отдельно украшения носить, можно и в сочетании комплектарном, вот таком. Так, маркировки тоже не вижу. Но очень красивый комплект. Тут по центру что-то опять... Есть какие-то буквы, но они стерты со временем. Не всегда маркировка, она прям четко может быть прочитана. Вот такой невероятный комплект. И следующее украшение, которое хочу вам показать. Я совсем недавно нашла серьгу одну. И... многие, вернее, некоторые мне предложили сделать из этой серьги дресс-клип, но совсем недавно я нашла и вторую серьгу.
Вот не надо спешить с переделкой. Много у меня украшений, которые ждут своего часа для переделки, но бывает, что они не попадают в переделки, а становятся частью просто великолепных комплектов. И обнаружила, что у меня есть вот такое колье. В общем, и сет сложился, как ни странно. Так, минуточку. Вот такое колье, летнее, великолепное, красивое, с красивой нежной эмалью, цветочки, кристаллы Авроры Бореалис. Вот так вот великолепно все это выглядит. Разбор закончили. Надеюсь, вы с пользой, удовольствием провели вместе со мной время. Поиск клада, разбор каких-то завалов тоже бывает очень интересным. Жду ваших впечатлений, ваши дополнения, ваши замечания и комментарии мне очень важны. Поэтому не скупитесь, пишите, делитесь, поддерживайте мой канал. Вам за это огромная благодарность. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.